Привет, YouTube, и я знаю, где вы сейчас находитесь. На курорте под названием самоизоляция. Путевка государственная, оплата, так сказать, за личные средства. И смешно, и грустно. Я бы могла сейчас вам сказать, что я вся такая продуктивная, качаю попу и потребляю умные книги. Но нет. Давайте будем честны, что я делаю. Я, так же как и вы, читаю новости, суечусь, тревожусь и немножко испытываю испанский стыд. Но обо всем по порядку. Этот ролик экспромт. Я решила с вами поболтать о том, о сём и немножечко откомментить то, что попалось мне на глаза. Поехали! Друзья, у нас по всей стране служители церкви начали тотальное освещение городов. Вот взяли иконы, святую воду и сели в машины, грузовики и даже вертолеты. И вот как это происходит. Подборка от очевидцев. О, молодцы, молодцы, нас надо, нас. Мы особенно коронавирусные. Вон они едут. Батюшка из джипа, из X5 святой водичкой поливает Ленинский проспект. Нормально. И, судя вот по статьям в интернете, окроплена уже Москва, Калужская, Ленинградская, Рязанская область, Ростовская, Астрахань и наверняка другие города и области. А вот буквально на днях по Таганке прошла целая толпа. Ну, вроде же сказали не собираться. У нас тут вроде изоляция, а у Матроны вот такой вот крестный ход, видимо, против коронавируса. Вот, и что-то как-то дистанцию они не соблюдают. И вот, знаете, посмотрела я на все это, почитала и задумалась. Расскажите, пожалуйста, друзья, в честь чего это шествие? В честь коронавируса или по другой причине? Кто в теме? Ну а если все-таки от короны, то давайте, поливайте и обходите хоть всю страну, вдоль и прямо по диагонали. Ну вдруг поможет. Правда, вот это не отменяет того факта, что батюшка, колесящий на X5 на пустой улице, или толпа народа с крестами в период самоизоляции, выглядит как российская версия апокалипсиса. Типа, знаете, все настолько плохо, что в ход пошли самые серьезные меры. Ну, дождемся конца апреля и посмотрим. Очень многие в моем телеграм-канале просили меня высказаться на тему тех, кто остался без дома за границей или не может вернуться обратно. Вот, например, 3 мужчин застряли во Вьетнаме и живут на пляже в палатке под открытым небом. Мы, 3 туриста из России, летели во Вьетнам 10 марта. Обратный рейс 27 марта был отменен за 4 дня до вылета. Авиаперевозчик турецкой авиалинии и посредник при покупке билетов агентства aviakassa.com ничего взамен отмененного рейса не предложили. Даже нет возможности вернуть деньги за билеты на отмененный рейс. Мы не имеем денежных средств на оплату проживания в отелях, поэтому живем просто на берегу на пляже. Если кто-то нам и помогает, то это местные жители. Продуктами, водой, средствами гигиены. Вот наш лагерь. У нас палаточка. Вот так мы отдыхаем, ждем. Настроение нормальное. До свидания. Ну, жесть какая-то. Рейсы отменяют, обратные билеты стоят космические суммы, из отелей их выгоняют. Вон, кстати, Петров не может вернуться с Бали. Приехали в аэропорт и поняли, что наш рейс отменен. Мы остаемся на Бали, я не знаю еще насколько. Еще самое херовое то, что мы купили 2 сумки с Настей, и мы их сейчас не можем забрать, разумеется, и неизвестно вообще, когда заберем, и заберем ли. Дорогие, между прочим, сумки. Прям, знаете, ох уж эти проблемы зажиточного минимума. И тут 2 стороны медали. Есть люди, которые улетели за границу еще до начала вируса. И вообще не ожидали, что так произойдет. А теперь не могут вернуться. А есть товарищи, которые улетели совсем недавно. Вот эти пляжные мужики улетели, например, 10 марта. А уже в конце марта все страны начали поголовно закрывать границы. Начались перебои с билетами, возвратами. Все на панике. Вернувшихся запирают на карантин. Кого-то принудительно возвращали домой. Заходишь на туристический сайт, а там из последних открытых стран оставалась Турция, Вьетнам, Бали, Мальдивы, и все это по высоким ценам. И что произошло? Туда все срочно и ломанулись. Ну, зная, что в любой момент границы могут закрыть. Только вот у меня вопрос. А зачем? Зачем так рисковать? Теперь что происходит? Теперь живем на берегу, листком подтираемся и жалуемся. И, ребят, вот я не знаю, могу ли я посочувствовать таким людям в полной мере? Вот честно. Вроде жалко, а вроде и сами виноваты. Но пока наши соотечественники выбираются с югов обратно в снежную Россию, мои коллеги-блогеры, популярные блогеры, своими поступками забивают прямо первые строчки СМИ. Читаем. Бойфренд Бузовой, бесплатно раздавший тонну гречки, похвастался щедростью. Прям обожаю эти заголовки СМИ с легким налетом унижения. Иначе говоря, друзья, Давид Манукян, он же Дава, вы все его прекрасно знаете, устроил на улице раздачу гречи и туалетной бумаги. Снял видео с кадрами счастливых бабушек с нескольких
ракурсов. Запечатлел фанаточку, которая в благодарность за гречу попросила обнимашки. И знаете, в общем и целом, картина страшная. Блогер раздает народу гречку, а значит, эту гуманитарную помощь получить больше не от кого. Люди рады гречке до слез. Ну, потому что в нашей стране, к сожалению, бесплатная греча уже счастье. И все это прямо идеальный сюжет для новостной ленты. Ну, потому что чудо-то какое! И давайте не будем сейчас о вечном споре, зачем снял доброе дело. Для хайпа, наверное. В целом поступок хороший. Но вот только эта акция собрала в кучу народ, почти как в очереди на Почту России, что небезопасно, о чем многие отписались в комментариях. И несмотря на то, что ролик был снят за пару дней до официального карантина, риски все равно были. Поэтому и гречи бесплатные, и туалетной бумаги от Давы больше не будет. И не от Давы тоже, к сожалению. Кстати, я для себя наконец-то открыла тайну. Ну, как тайну? Точнее, ответ подсказали мне вы. Я все никак, знаете, ребят, не могла понять, вот за все это время, которое у нас продолжается эта эпидемия сейчас, зачем люди столько туалетной бумаги скупали? Зачем? И прежде чем я раскрою вам этот секрет, пожалуйста, прямо сейчас напишите вашу версию в комментариях. Я думала, что из туалетной бумаги делают маски. Ну или на худой конец используют по прямому назначению. Но оказалось, что в Китае рекомендовали носить с собой рулон туалетной бумаги, чтобы каждое соприкосновение с поверхностью было безопасным. Оторвали листочек, приложили его к дверной ручке и открыли. Такой, знаете, бюджетный стоп-вирус. Внезапный лайфхак. Ну а если продолжить с противовирусными мерами, то смотрите, какой интересной инфой со мной поделились подписчики. Что я здесь вижу? В питерских аптеках пенсионерам продают блокатор вируса. Мол, нацепил на грудь бейджик и гуляй по улице, вот, пожалуйста, сколько хочешь. Ведь вокруг тебя образуется вот такой защитный купол. То есть, друзья, вместо того, чтобы сидеть дома, нам с вами втюхивают билет бесстрашия. За 1000 рублей выше. Классная цена, правда? Только вот действие этого мешка с химическим песком клинически не доказано в бытовом применении, а тем более на человеке. А вирус вы можете подхватить не только из воздуха, но и руками. И это далеко не вся критика блокаторов. Мы видим некий купол чистоты, который нарисован вокруг головы девушки. Но это невозможно в принципе. Для того, чтобы такой купол образовался, ну вот так, как на изображении, бейджик, фактически нужно прибить к макушке девушки гвоздиком, и при этом желательно, чтобы он еще вращался. Вот тогда можно будет говорить о неком облаке диоксида флора вокруг человека. И то, пока он стоит на месте, в закрытом, непроветриваемом помещении. Двинулся, все, защита утекла. И бейджи показали, что концентрация диоксида хлора меняется в течение недели после начала использования, а затем значительно сокращается. Наблюдаемые концентрации диоксида хлора никого не отравят. Но проблема в том, что бейдж довольно легко разорвать, и тогда токсичное вещество в виде порошка при вдыхании может серьезно навредить. И если вы думаете, что только бабушки ходят с бейджами от вирусов, то нет. Малахов тоже под защитным куполом. Но, знаете, в научных кругах ходят слухи, что целлофановый пакет помогает лучше. Но на самом деле неважно, есть у вас пакет, маска или туалетная бумага, лучше сидеть дома. Поехали дальше. Развод Оксаны и Джиганы. Пиар-акция. Все ради охватов и подписчиков. Я уже высказывалась на эту тему в своем телеграм-канале и повторюсь здесь. Ребята, у Оксаны развод. Муж ее позорит как может. Гуляет с голым задом, пишет ей посты издевательского характера, ведет себя как полный неадекват. Мама дома. Сорян, Вась. И что, простите, это глубокомысленное послание могло значить? Философский вопрос. И все это видят дети Оксаны, краснеют за папу. Повысились охваты у Оксаны, говорите? В инсте за охваты не платят. Как повысились, так и понизились. Рекламодатели, только если, знаете, не совсем отбитые, никогда не попросятся в аккаунт, где все плохо. Смерть, разводы, болезни, маргинальное поведение. Поверьте, все это невыгодно для рекламодателей. Или подождите, как вы себе это представляете? То есть, менеджер Оксаны такой делает, знаете, рекламную рассылочку, звонит и говорит: так, ребята, быстро записываемся на рекламку. Оксанкин муж кроет матом аудиторию, сбрил брови и бороду и теперь похож на злое яичко. Мы подняли цены, налетай. Вот это прям пиар так пиар. Ну а если серьезно, какой пиар в период коронавируса? Кому это сдалось? В общем, друзья, не пиар это все, а просто Инстаграм ожидания и реальность. На жизнь, как говорится, фильтр и фотошоп не наложишь. На самом-то деле абсолютно не важно, поднялись цены у Оксаны или нет. Главное, чтобы не поднялись на полках в магазинах. И вот, пожалуйста, новость. Правительство запретило поднимать цены больше, чем на 0,5% в месяц. Спасибо. Но вы скажите это, пожалуйста, продавцам имбиря. Раньше, значит, этот корень зла был 500 рублей, а стал 4, 5, 7 тысяч рублей. Кто выше? Скоро его прям на аукционе толкать будут. Акции имбиря взлетели вверх, потому что в интернетах пишут, что он спасает от болезней, и в отличие от чеснока, ты еще и не воняешь. Вот говорит: ребята, ё-моё, а мы гребем, потому что лишним в хозяйстве не будет, и в чаек можно кинуть все, от лимона до варенья.
Но, друзья, популярнее имбиря у нас только водочка. Угадайте, почему? Матвиенко уже объяснила. Запрашивали у ассоциации производителей алкоголя, в частности водочников, дают статистику, что вырос продажа объема водки, но не потому, что народ на нерабочей неделе стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется. Ну, снаружи я имею в виду, не внутрь. Ну, конечно же, только снаружи. Полстраны на Ивлеевской дезинфекции сидит. В крови спирта больше, чем в виноводочном. Вообще, ребят, конечно, времена тяжелые. Но от возлияний прошу воздержаться. Алкоголь снижает иммунитет, а значит, подхватить вирус будет легче. Давайте дружно не выпьем за здоровье. Друзья, на этом сегодня все. Хорошо поболтали. Хотите что-то еще обсудить? Обязательно пишите в мой личный телеграм-бот. Вот он. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока-пока.